Всем привет, добро пожаловать на канал Киномир. Перед просмотром попрошу поставить лайк и подписаться. Сегодня я расскажу про фильм 1978 года, под названием «Прелестное дитя». 12-летняя Вайолет, выросшая в публичном доме, наблюдает, как ее мать Хёти рожает. После этого девочка спускается вниз, уверенно лавируя среди посетителей борделя, сообщает девушкам о том, что родился мальчик. Однако мы видим их полное безразличие и лишь замечание о том, чтобы она вела себя тише и не отвлекала девушек от работы. В один из дней Вайолет просыпается от плача. Берет малыша на руки и идет искать свою мать, которая тем временем спит рядом с клиентом, заплатившим за всю ночь. Хотя просыпается, и они на цыпочках выходят в коридор. Раздраженная мать ругает Вайолет за то, что она разбудила ее. Девочка замечает красивые сережки у своей матери и спрашивает, подарит ли она их ей, когда та вырастет. Мать говорит ей, что Вайолет спятила и не собирается дарить ей серьги из настоящих изумрудов. Бегая по коридору, девочка откликается на зов Ливингстон, пожилой хозяйки этого публичного дома. Вайолет послушно подает трость старушке, усаживаясь рядом, делает массаж. Чуть позже на пороге дома появляется молодой человек. Это местный фотограф, он спрашивает мадам Ливингстон. Приняв его сначала за торговца, а потом и за клиента, хозяйка не доверяет ему. Однако, увидев его готовность заплатить, она соглашается и предлагает взять Хёти, которая выполнит любые его просьбы. Пока фотограф подготавливается к съемке, во двор спускается мужчина, с которым Хёти провела всю ночь. Он обвиняет ее в краже изумрудных сережек. А после потасовки между ними, он со смехом вспоминает, что сам накануне их подарил. Через некоторое время фотограф приходит в дом, чтобы преподнести в качестве подарка фотографию Хёти. Пока девушки окучивают его вниманием, любопытная Вайолет выхватывает фотографию из его рук. Девушки тут же ее окружают и восхищаются работой, говоря, что Хёти похожа на ангела и что они тоже бы хотели такие снимки. В очередной вечер в борделе, один из посетителей устраивает скандал, утверждая, что его обманули в карты. Одна из девушек решает усмирить шумного гостя и бьет его по голове молотком. Узнав в нем своего постоянного клиента, Хёти просит не выставлять его на порог. Однако хозяйка заявляет, что Хёти может собирать вещи и уходить вслед за ним. Обиженная Хёти хватается за чемоданы и рассказывает другим девушкам, что мечтает стать уважаемой женщиной. К тому же, оставаясь здесь, она боится заразиться какой-нибудь болезнью. Вайолет отказывается уходить с матерью, за что получает пощечину и обвинение в эгоизме. Совсем невинная, но опытная по годам Вайолет прогуливается среди посетителей и привлекает внимание летчика, развлекавшегося на кушетке с Хёти. Мадам Ливингстон, замечая заинтересованность мужчины, подходит и что-то шепчет ему на ухо. Летчик меняется в лице, встает и отказывается от предложения. Через несколько дней фотограф делает совместную фотографию Хёти и Вайолет, после чего он просит девочку уйти из кадра, не зная, чем себя занять. Вайолет копается в технике фотографа и, получив за это пощечину, в слезах убегает. Фотограф пытается утешить девочку, но Вайолет продолжает плакать со словами «Ты ее любишь». Спустя некоторое время, девочку, несмотря на то, что ей 12 лет, готовят к первой ночи. Для нее шьется платье, а девушки одна за другой дают советы о том, как себя правильно вести с мужчиной. Однако сама Вайолет говорит, что она уже взрослая и сама все знает, намекая при этом всем, что не нуждается в советах. На праздничном ужине, под бенгальские огни, ее выносят обернутую в одну фату, а мадам Ливингстон презентует Вайолет как лучший деликатес в Новом Орлеане. Начинается аукцион, мужчины наперебор делают ставки, в итоге она достается одному богачу за $400. Желая произвести впечатление, Вайолет осушает стакан виски и говорит своему покупателю, что она готова с ним ко всему. Оставшись наедине с мужчиной, Вайолет просит его быть джентльменом, ведь это ее первый раз. Однако мужчина надвигается на нее с хищным взглядом. На первом этаже царит атмосфера напряженного ожидания. И вот, наконец, мужчина, заплативший за Вайолет, выбегает из дома. Все женщины наспех поднимаются наверх и находят девочку, лежащую на кровати с закрытыми глазами. После того, как приходит ее мать, Вайолет начинает кричать на нее, обвиняя, что лежит здесь вечность, всем на нее наплевать, а затем под общее подбадривание девушек смеется сквозь слезы. В один из дождливых летних дней, после ужина, Хёти, в сопровождении одного из клиентов, объявляет всем, что ей сделали предложение. Хотя объясняется с дочерью, оправдываясь тем, что должна это сделать. Она соврала будущему мужу, сообщив, что Вайолет ее сестра. К счастью, он не против ее маленького сына.
Мать обещает со временем рассказать все мужу, и в один прекрасный день вернуться за малышкой Вайолет. После чего она покидает дом удовольствий. В доме выходной, мужчины играют в покер, а девушки предлагают фотографу сыграть с ними в прятки. Обхитрив всех, Вайолет проходит к фотографу и целует его, после чего спрашивает, понравилось ему или нет. Затем она говорит интересную фразу фотографу: «Я люблю тебя сильнее, чем бобы и сельдерей». Спустившись к хозяйке, Белакс спрашивает о судьбе юной девочки, которая осталась совсем одна. Мадам Ливингстон совсем не беспокоится за ее судьбу. Девочка очень красивая и зарабатывает денег больше, чем все женщины вместе взятые, а в его поведении она видит влюбленность, о чем прямо и говорит Белаку, в очередной раз разолившись на недостаточное внимание. Со стороны Белака, Вайолет вбегает на задний двор и начинает гонять кур. Увидев местных мальчишек, она начинает приставать к ним с вопросами, пробовали ли они уже это, намекая на физическую близость. На заявление Вайолет о том, что она сделает темнокожего мальчика своим любовником, она получает наказание в виде порки. Спустя некоторое время, девочка собирает свои вещи и приходит к фотографу. Выясняется, что она за ним часто следила, отсюда и знает его адрес. Лежа на его кровати, она спрашивает, может ли остаться, а затем предлагает Белоку быть ее любовником. Вайолет даже согласна не брать с него деньги, достаточно того, что он будет покупать ей одежду и чулки. В итоге Белок признается, что он в нее влюблен, и они начинают целоваться. Будни совместной жизни Белака и Вайолет проходят словно на пороховой бочке. Девочка недовольна тем, что он дарит ей куклу, постоянно утверждая, что она уже не маленькая. Ей скучно, и она постоянно отвлекается, позируя Белоку, пока тот пытается фотографировать. В один из таких дней между ними возникает спор, после чего Белакс заявляет, что ему надоело возиться с ребенком, и прогоняет девочку. Вайолет бродит по городу и останавливается возле публичного дома, в котором выросла. У входа скопились люди с плакатами во главе со священником. Рыжий мальчишка, узнав Вайолет, уводит ее, сообщая, что вскоре все публичные дома прикроют. В доме царит суета, все разъезжаются. Вайолет надевает шляпку и с одним чемоданом выходит на улицу. Там она встречает Белака, который говорит, что хочет на ней жениться. После церемонии бракосочетания, загрузившись толпой в автомобиль к молодоженам, девушки, с которыми Вайолет выросла, поют и веселятся. По дороге машина застревает в грязи, девушки обнажаются и решают устроить свадебный пикник прямо на берегу озера. За завтраком Вайолет требует принести горячий шоколад с бренди. По тропинке к ним нерешительно идет какая-то женщина, в которой Вайолет узнает свою мать, они обнимаются. Мать Эти сообщает, что после ее признания муж настоял забрать девочку к себе. Белок возмущен, они не могут просто так забрать Вайолет, ведь она теперь его жена. Мать явно не рада это слышать, и не желает иметь никаких дел с Белоком, заявляя при этом, что их брак недействителен, поскольку был заключен без ее согласия. Фотограф рассказывает, что любит Вайолет и не может жить без нее. Спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, то поделитесь им с друзьями.